Выход из НАТО – атака на главного партнера в регионе. Трамп громко и грубо накинулся на союзников. Что будет теперь? Какой ответ получат в Вашингтоне? Теракт в столице, нападения в Европе становятся регулярными, что спасло центр Европы от взрыва и десятков жертв. Обязательно досмотрите. Альянс запускает масштабную проверку, куда на самом деле уходят деньги налогоплательщиков и как это скажется на оружии для Киева. Обстрел китайских офицеров. Тяжелое орудие расстреляло практически в упор. Кто нанес решающий удар? Об этих и других самых главных событиях. Утро воскресенья, 29 марта. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Теракт у американского банка в Париже едва не произошел прямо ночью. По данным французских СМИ, мужчину задержали у офиса Bank of America в 8-м округе, когда он собирался поджечь самодельное взрывное устройство. Задержанный заявил, что за это ему пообещали 600 евро, а его сообщник успел скрыться. Делом уже занялась антитеррористическая прокуратура Франции. Самое важное тут – начинка устройства. Французские медиа пишут о примерно 5 литрах горючей жидкости и около 650 граммах взрывчатого вещества. То есть речь шла не о хулиганстве, а о полной реальной попытке взрыва в центре Парижа. Сценарий сорвали буквально в последний момент. Теперь нужно выяснить, кем является не только задержанный, но и второй исполнитель, а также кто стоял за всей этой историей. Перемирия не будет. США действительно давят на Киев, и речь уже не о намеках. Владимир Зеленский заявил, что прямые гарантии безопасности от Вашингтона Украина сможет получить только после окончания войны. А закончить ее, по его словам, Россия требует на своих условиях, после выхода украинских войск со всей территории Донбасса. То есть формула выглядит перевернуто: сначала уступки и конец войны, потом разговоры о защите. Американская сторона сказала: нет, это будет сделано только в момент окончания войны. Я сказал, что они действовать не будут, но тем не менее нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. И именно здесь начинается самый опасный конфликт. Зеленский прямо говорит, что Вашингтон привязывает гарантии к финалу войны, где ключевое условие выставляет Москва. Рубио это уже назвал ложью, мы говорили в прошлом выпуске с вами об этом. Но сам скандал никуда не исчезает, потому что если гарантии приходят только после выполнения российских условий, в Киеве это слышат очень просто. Сначала отдай, потом, может быть, защитим. Друзья за деньги. В Вашингтоне намекают, что договоры ваши – это хорошо, но деньги гораздо приятнее. США уже намекают союзникам, защита по НАТО может стать не безусловной, а платной. По данным The Telegraph, в Вашингтоне обсуждают жесткий сценарий давления на страны Альянса, которые не дотягивают военные расходы до 5% от ВВП. В ход могут пойти самые болезненные рычаги – от ограничения доступа к совместным учениям до удара по самому святому для НАТО – статье 5. Но тут следует заметить, что никто не дотягивает до 5%. Польша остается единственной страной НАТО, которая превысила отметку в 4% ВВП на оборону – 4,3. Второе место занимает Литва, достигшая ровно 4%. На третьей позиции Латвия с показателем 3,74% от ВВП. Более 3% на оборону также тратят Эстония, Дания, Норвегия и США, которые находятся на 7-м месте. И все это на фоне нового раздражения президента США, который уже открыто заявил, что Америка не обязана быть там ради НАТО. Это была цитата. Правда, в том же выступлении Дональд Трамп решил зачем-то высмеять и унизить наследного принца Саудовской Аравии. Он не думал, что будет целовать меня в задницу. Правда, не думал. Он считал, что перед ним будет простой очередной американский президент-неудачник, при котором страна катится вниз. Но теперь ему приходится быть со мной любезным. Скажите ему, что ему лучше быть со мной любезным. Ему придется. Реакции Саудовской Аравии на момент записи видео официальной, во всяком случае, пока не было.
А в это время в обход американского президента заключаются на самом деле большие сделки. Украина заходит на Ближний Восток уже не только с дипломатией, но и с оборонными контрактами. Владимир Зеленский заявил, что в Дохе Украина и Катар договорились о партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. Катарская сторона уточняет, в центре совместная работа по противодействию ракетам и беспилотникам, обмен опытом и технологическое сотрудничество. То есть Киев пытается превратить свой военный опыт в долгую стратегическую сделку с одним из самых богатых игроков региона. Почти одновременно Киев подписал оборонное соглашение с Саудовской Аравией и договорился о сотрудничестве в сфере безопасности с Объединенными Арабскими Эмиратами. Во время войны с Россией и риска сокращения американской помощи Украина явно ищет не разовые жесты поддержки, а новые опоры – деньги, технологии, кооперацию и рынок для своей оборонной индустрии. Финляндия запускает проверку. Там уже хотят проверить, не уходит ли оружие для Украины в другую войну. В Хельсинки прямо заявили, все, что европейские страны заказали у США для Киева, должно дойти именно до Киева. Поводом стали сообщения о том, что Пентагон может перебросить часть этих поставок на Ближний Восток из-за войны с Ираном. Мы должны помнить, что Украине тоже нужны системы ПВО. И генеральный секретарь НАТО, а также верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе тоже пообещали, что этот пакет помощи будет организован так, как нам обещали, тем, кто его оплачивает. Мы оцениваем, как расходятся деньги и рассчитываем на то, что механизм работает. Если возникнут проблемы, тогда нам придется это пересматривать. И это уже тревожный звонок не только для Украины, но и для всей Европы, потому что если союзники начинают сомневаться, выполняет ли Вашингтон собственные обязательства, значит вопрос уже не только в ракетах и контрактах, вопрос в доверии. А на фоне слов Марко Рубио о том, что такое перенаправление в принципе возможно, страх у европейцев вполне понятный. Глава огромного оружейного концерна в ярости, он фактически плюнул в лицо украинской дроновой революции. Армин Паппергер фактически высмеял украинских производителей, назвав их, цитирую, «домохозяйками с 3D-принтерами». Конец цитаты. В самих украинских дронах он не видит ничего по-настоящему инновационного. И это звучит особенно глупо, ведь именно украинские дроны за последние 2 года перевернули логику войны, сделали танки и тяжелую броню куда более уязвимыми, фактически отменив их, и заставили весь мир срочно учиться новой реальности. Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников и говорят «Вау, и это здорово». Ну и ладно, но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall. Когда гендиректору напомнили, что Украина уже производит больше дронов, чем любая демократия в мире, Паппергер явно увидел в этом не только военный феномен, но и угрозу старой западной оборонной бизнес-модели, потому что пока украинцы штампуют дешевые и массовые решения прямо под фронт, большие европейские концерны все еще живут логикой тяжелых платформ, лицензий и длинной бюрократии НАТО. Говорит, именно поэтому украинские решения и не будут покупать на Западе. А как думаете вы? Украинские дроны и способ ведения войны – инновация или нет? Пишите в комментарии обязательно. Неудобно вышло. Пошли в атаку на Иран и потеряли директора ФБР. Это если без деталей рассказывать эту историю, но на самом деле все выглядит еще серьезнее. Иранские хакеры добрались уже до главы ФБР. Группа Handala Hack Team заявила, что взломала личную почту Кэша Пателя и выложила в сеть его фотографий более 300 писем. ФБР подтвердила сам взлом, но подчеркивает, речь идет о старых личных материалах, а не о секретной государственной переписке. При этом сама атака выглядит очень показательно. Бьют уже не только по системам, а по лицам, чтобы публично унизить и запугать. И это делает историю еще громче. Handala на Западе связывают с иранскими киберструктурами, а публикацию личных фото и писем читают как демонстративную пощечину американским силовикам на фоне большой войны. То есть смысл здесь не только в украденной почте, а в сигнале. Кибервойна уже идет по персоналиям самого высокого уровня.
По одному вице-мэру в день. Ритм российские силовики набрали хороший, но надолго его не хватит. Мэры закончатся. Чистка в российской муниципальной вертикали пошла уже серией. В Челябинске задержали вице-мэра Александра Астахова, а почти сразу рядом всплыло и дело против главы городского управления ЖКХ. По данным российских СМИ, речь идет о расследовании в коммунальной сфере и об ущербе бюджету. И это уже второй вице-мэр за 2 дня. Накануне в Сочи силовики взяли замглавы города Евгения Горобца и еще 2 чиновников. Самое показательное здесь даже не сами фамилии, а ритм. Когда вице-мэров начинают забирать одного с другим, это выглядит уже не как локальная история, а как новая волна показательных зачисток снизу вверх. То есть система снова демонстрирует привычный жанр. Чем хуже в стране с деньгами и управлением, тем чаще находят виноватых прямо в кабинетах. Вслед за Кремлем и ничуть от них не отступая, Иран уже фантазирует удары даже по украинскому следу в Персидском заливе. В Тегеране заявили, будто ракетой уничтожили склад украинских антидроновых систем в Дубае и что там якобы находился 21 украинец. Киев ответил максимально четко и без паузы. Это ложь. Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто приводит такие дезинформационные операции и этим ничем не отличается от россиян. Здесь важен сам посыл. Иран не просто воюет ракетами, он еще и пытается влиять на другие страны с помощью фейков и запугивания. То есть ставка уже делается не только на удары, но и на информационный хаос. Показательные учения в Китае едва не превратились в очень неловкий провал. Во время демонстрации боевой машины дымовая граната внезапно ушла не туда и полетела прямо в сторону группы наблюдателей на возвышенности. На видео, которое разошлось по соцсетям, видно, как среди офицеров и чиновников начинается паника. К счастью, боеприпас оказался дымовым, без боевой части и без сообщения о погибших. То есть вместо красивой демонстрации китайская армия получила вирусный ролик о том, как одна ошибка за секунду превращает военное шоу в хаос. А в прошлом выпуске мы рассказывали о том, что баланс сил снова ломается, в войну входит новая сторона. Открывается еще один фронт, который способен перетянуть на себя ресурсы внимания и решения. Также говорили о расколе между партнерами. Зеленского публично обвинили во лжи. Отдельно про странный стендап американского президента, который называет следующую цель. Требует считать себя миротворцем и одновременно уводит разговор в абсурд. Ну и еще Шойгу снова под ударом. Старое дело внезапно оживает, появляются новые детали, и если цепочку начнут раскручивать до конца, наружу могут выйти секреты, которые экс-министру опаснее любых обвинений. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.